suck has just made your last point. Даже если у вас есть план на то, чтобы вот прямо сейчас отдать самый лучший пас на свете, и вы знаете там какие-то обманки, и вы знаете, что вот этот удар, там на него все ведутся, ничего страшного, если вы ударите этот же удар на 10-й секунде. Может быть, да, там кто-то смотрел видео или просто, опять же, обращал внимание на игру других чуваков, делает очень часто так, например, ловит мяч в защите, переводит его отсюда, переводит его сюда, посмотрели. Что делает соперник? Где-то под корке появляется мысль о том, что когда ты подкатил мяч вот сюда, ты выставил мяч, и он начинает двигаться. И очень часто появляется достаточно любая простая опция, например, да, там, удар с места. Вот в данном случае, когда соперник вот он заблокировал, потом он стал вот так вот, и ты в эту секунду сразу же бьешь удар до ближний с места. Ваша задача сделать сейчас то, что вы умеете максимально качественно, чтобы это превратилось в эффективное действие. Watch this as he hesitates, then brings it across down the middle. Great play by Hundstorfer. Придержите мяч, посмотрите, как действует соперник. На центре, например. Покатали мячик немножечко. И вы такой, я хочу отдать пас в борт. А соперник такой стоит в борту. Ты такой, ой. Так, наверное, нужно в дырку. Даешь в дырку, и в этот момент соперник съезжает. Окей, ситуация, да? Первый раз, это нормально. Потом, когда происходит такое, там, через минут 10, например, и ты делаешь ровно то же самое, ты такой, сейчас я там тоже, может быть, какую-то обманку придумаю. Вот. И соперник опять стоит, и снова ты даешь в дырку, и он съезжает. Что это означает? Это означает очень простой, да, там, вывод о том, что соперник просто стоит в борту, и он как бы на любое твое движение, скорее всего, на реакцию смахивает твой пас в дырку. Поэтому что нужно сделать? Да, там, нужно сделать любую обманку, вот плавный переход к обманке. То есть, например, да, ты делаешь вот такое движение в борт, в этот момент соперник отвлекается, съезжает, а ты даешь сразу же пас в борт. Один из примеров. Точно так же наоборот, да, если соперник делает дырку, ты делаешь и в этот момент даешь пас в дырку. Эти обманки все созданы не для того, чтобы дать сопернику какую-то супер идею, что вот прямо сейчас ты именно сделал вот такое движение, значит это 100% там будет пас куда-либо. Нет, это все создано для того, чтобы вывести соперника из его равновесия, из его плана. Когда нужно делать обманки? Ваши пасы, ваши удары, они как бы работают, все нормально. Не надо обманки делать, не надо ничего выдумывать. Очень часто люди такие, я выучил обманку, я буду ее сейчас тоже использовать. Играйте проще. Если вы понимаете, что соперник, да, там уже все не ведется, вы попробовали один свой пас, второй, вы там попробовали разный тайминг, в этом случае надо что-то придумать. Возьмите тайм-аут, подумайте такой, ага, я вспомнил, можно подергать игроком чуть перед пасом, посмотрим, и вот, скорее всего, да, там ваш пас пройдет. Билли Папас, один из лучших игроков Америки, говорил, что проблема российских игроков в том, что мы все учим хорошо бить постановочные удары, мы как бы неплохо бьем, но мы вообще забываем, черт возьми, про как бы любые другие прикольные удары, которые есть как раз для того, чтобы выводить соперника из равновесия, для того, чтобы он был в постоянном напряжении, для того, чтобы он постоянно уставал. И там тот же Билли Папас, да, у него там невероятный пулшот, у него офигительный снейкшот, но он не гнушается в любой момент сделать пул-кик. Он не гнушается в любой момент какой-нибудь сделать ту же самую руку, которую мы так все любим. Не зашло, ничего страшного, соперник уже напрягся. Он, черт возьми, занервничал. Ну, потому что, как бы, каждый раз, когда мяч попадает в игроков защитника, он будет нервничать. Если вы, опять же, да, там, понимаете, что соперник на таком уровне находится, когда вы можете ему просто ставить свой удар в свою дырку, опять же, в любом тайминге, забивайте ее, не надо ничего выдумывать. Если вы понимаете, что это не работает, разнообразьте свою игру, не стесняйтесь, вот попробуйте, там, если вы раньше не учили эти опции простые, да, там, отдать пас, например, и сразу же ударить. 2-1 lead for Pappas. We return to the Garlando table. The quick steal, the quick shot. It's 3-1 just like that. Я сторонник простых действий, несложных, и считаю, что в этом есть в том числе секрет успеха.